Solo soy una persona que te quiere en mi vida porque te has marchado. Solo estoy en un mundo sin salida, ya no te tengo a mi lado. Готова рассказать вам нашу историю. Немножко разочарована. Мое настроение намного лучше. Ну, потерялся телефон. Мы пришли позавтракать. Здесь такой прекрасный садочек, чудеснейший. Просто как оазис с пальмами. Красиво, как в пещере. Как будто в какой-то пещере, не знаю. Утро у меня было добрым. Я проснулась прям на рассвете. Даже, можно сказать, не спала, потому что было как-то душно. Настроение супер. Я не знаю, почему-то на Кубе очень полно энергии и даже не хочется есть. Вот сейчас на завтрак я взяла лимонад и смузи, а есть вообще ничего не хочется. А пока нам несут завтрак, музыкальная пауза. Aquí estoy, cuando te decidas volver, esperaré entusiasmado porque yo en ti, mujer, lo más lindo lo he encontrado. Вау, talent! Really? Вы только что услышали исполнителя регатон. Короче, очень талантливый регатонист. Раздает флаер. После завтрака мы отправились на прогулку в центр города. По пути нам попалась милая пара кубинцев, которые сами завязали с нами разговор и предложили посетить интересный бар, где можно выпить мохито. Они привели нас туда, мы заказали по коктейлю. Очень, кстати, интересный такой напиток, полностью в тростниковом сахаре и бамбуковом бокале. Место аутентичное, этот бар примечателен тем, что в нем растет банановое дерево. Все стены этого места обклеены старыми газетами, на которых каждый посетитель оставляет свои имена, подписи и какие-то приятные пожелания. She's teacher, the salsa teacher. Seriously? Wow! And math teacher Nice! in primary school. Wow! And Amazing! one day a month we go to university. Nice. You know? And you also dancing cool, yeah? I don't dancing very good. After free mojito, I dancing the best. Okay, nice. Все заказали себе по бокалу, и наша пара кубинцев тоже. Мы с ними весело, мило пообщались. Они рассказали нам, как тяжело живется на Кубе, но мы не знали, что в конце разговора они сделают грустные лица, чтобы мы заплатили по $10 и за их мохито тоже. И ушли, поняв, что это были очередные разводилы, которые еще и получают процент с этого же бара, когда приводят туда туристов. Так что не попадайтесь на эти уловки и будьте бдительны, когда поедете на Кубу. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. После бара с мохито мы переместились в знаменитый бар «Эль Флоридита», который навсегда связан с легендой американской литературы Эрнестом Хемингуэем. Он до сих пор сидит там в виде бронзовой статуи на своем любимом месте. В 40-х интерьеры здесь практически не менялись, а бармены до сих пор носят красные плащи с 50-х годов. За что пьем? За жизнь. За жизнь, за свободу. За хорошую жизнь в свободе. Да. По пути зашли посмотреть, что у них продается в маленьких продуктовых магазинчиках. В принципе, ничего особенного, но есть мороженое, йогурты, шоколадки и консервы. Водичку можно купить. В целом такой незаурядный кубинский 7-Eleven.
Ой, как красиво здесь. Вау. Знаменитый ресторан Сан-Кристобаль, где когда-то обедал сам Барак Обама. Он был сделан из обычной квартиры, а интерьер здесь дышит историей. Стены заведения украшают множество картин, фотографий, газетных вырезок, часов и прочих приятных мелочей. Место очень популярное, недорогое и обязательно к посещению. И посмотрите, какой здесь туалет в этом заведении. Тоже замечательный. Все время, пока ты писаешь, кажется, что за тобой кто-то наблюдает. Очень неприятно, честно говоря, принимать здесь ванны туалетные. Зато зеркало красивое. После обеда на кабриолете мы отправились в красочное место под названием Фустерландия в пригороде Гаваны. Мы немного опоздали, поэтому не попали в дом-мастерскую самого художника Хосе Фустера, но оказалось, что не только его дом, а весь район инкрустирован мозаикой с узнаваемыми сюжетами в стиле Гауди, середины 90-х. Это еще один пример того, как один человек может изменить мир вокруг себя. Скамейки, уличные знаки, столбы, автобусные остановки, более 80 домов и даже приемная местного доктора. Росписи Фустера покрыли буквально каждый кирпичик города. Я осталась в полном восторге от этого места и могу сказать, что еще никогда прежде ничего подобного не видела. Ой, мы тут зашли к одному мастеру. Вот. Такие художества делают местные художники. Едем на закате в Саль. Ожидание реально. Как-то у меня челки нет. Дебильная колхозная челочка. Мы приехали на шоу Тропикана. Вот такие вот мы красивые приехали. Вот такие вот. Тоже прекрасные. Очень известное шоу «Кабаре Тропикана» в Гаване было открыто в 1939 году. Мы не могли его не посетить, я очень люблю танцы и музыку. Шоу красочное, танцоры виртуозные, костюмы потрясающие. После шоу здесь можно остаться и потанцевать сальсу.
Fíjate que para mí el trabajo es mejor que la comida. Fíjate. Es muy temprano, Тут движня здесь просто заходят, выходят, заходят. Всем привет! Это наша вторая неделя пребывания на Кубе. Мы в Варадеро, и сегодня мы отправляемся в путь на бисиклетах, как на велосипедах. Сегодня мы едем в путь на велосипедах в пещеры и, может быть, заедем в какой-то лес интересный. Вот, поехали с нами. Мы такой компанией с нашим гидом прекрасным идем за байками. А мне еще надо будет научиться кататься на велосипеде, потому что я не умею. Поэтому я даже не знаю еще, я поеду в этот трип или не поеду в этот трип. Итак, попытка кататься на велосипеде. Номер 2. Ты сможешь это, ты победитель, давай! Ален, твоя очередь. Ну что? Я смотрю, у тебя хорошо получается. Короче, эпик фейл. Блин, у меня вылез какой-то прыщ. Эпик фейл, я не умею кататься на велосипеде. И за 5 минут просто так я не могу научиться. В общем, все переигралось. Мы поедем по пещерам на такси. Не на велосипедах. Но в любом случае, я как бы сказала ребятам, говорю, блин, я не умею, я сейчас вот не научусь тут сейчас за 5 минут, это реально сложно для меня. Предложила им поехать вместе, но они, как дружная команда, отказались. Это Пабло, он прилетел на Кубу, вы могли видеть его в моих прошлых влогах, мой мексиканский бойфренд, теперь уже экс-бойфренд. В общем, наши планы снова переигрались, мы просто идем пешком, потому что вызвать такси не получилось. Но сейчас мы направляемся в дельфинарий, посмотрим шоу, если получится. Я уже ничего не могу рассказывать, потому что планы постоянно меняются. Смотрите, какую машинку классную нашли по пути, встретили. Барби. Как красота. Встретили верблюда. Мерхаба, хабиби. Reminds me of Chile. Like he's finding his own business. Привет! Hola! ¿Cómo estás? How to say dolphin? Spanish? Delfín. Delfín. ¿Cómo está, delfín? Hola. Oh, guys, they're so cool. Ты знаешь, да, что их едят акулы? The baby dolphin. Ой! Такой фыркнул. Y si se pueden fijar, hay una súper pequeña cría. Nuestra delfina Carla, nacida acá en nuestro delfinario, por primera vez tiene una pequeña cría, una beba que nació en la madrugada de hoy. Y ahí tenemos gran privilegio que nuestro delfinario lo pueden ver. Сегодня родился дельфинчик. Мой хороший.
Нам понравилось плавать с дельфинами. Было просто офигенно. Очень круто, очень прикольно. Мы счастливы. Реально чувствовали себя как русалочки. Это было очень весело взаимодействовать с дельфинами. Вообще я никогда не плавала. Никто из нас никогда не плавал с дельфинами. Они такие интересные. У них такие тельца, как будто бы резиновые и очень-очень мускулистые, такие прям упругие. Они очень сильные. Если они могут так вот на своем хвосте подниматься наверх и так плавать и держаться, вообще офигеть. Очень-очень сильное животное. Я в интернете читала очень много разных забавных фактов про дельфинов. Мы думали, мы сможем там сами друг друга поснимать, но понятно, что это невозможно, так как все в воде, все взаимодействуют с животными, и там специальный есть фотограф, видеограф, и в конце видео все можно залить на телефон на один за $55. Вот. Мы это сделали, у нас есть видео, у нас есть фоточки. Мы зашли в дом Рома. La Casa de Rom. Смотрите, сколько здесь Гавана Клаб. Куба, как известно, это ром и сигары. Вот здесь в магазине ром вам будет стоить около $30 и выше. На пляже вы можете купить за $10. И сигары также на пляже с рук вы купите намного дешевле, а в магазинах и аэропорту цены супер завышены. Так, я нашла себя здесь, на рыночке Вородеро. Кстати, неплохие работы, прям портретик красивый. Что еще тут? Шляпу можно прикупить, такой веерок. Ой, какой классный. I love this. Мне нравится этот веер. Очень красивая работа. Прям видно текстуру. Amazing. Вау. Вы можете купить такую смешную сигарку. Да блин, не фокусирует. Не фокусирует, ладно. Всякие браслетики, амулетики, кружечка. Меня вдохновил этот дядечка. Вот он, художник. Милый. Смотрите, какие сумочки здесь продаются, сделанные из открывашек. Такая прелесть. Мне нравится зелененькая, очень мило. И кошелечки. Прикольно. Мы идем гуляем по бульвару, здесь Вородеро, и по пути мы встречаем русский ресторан с названием Большой. Зайдем посмотреть, что там продают. 600. Борщ 600 песо? Песо. Кира. Pumpkin cream. Pumpkin cream. Oh my god, really? Борщ. Maybe we can eat some soup here. Yeah, I think. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bien, bien. ¿Hablas español? Sí, ella también.
¿De dónde son? Yo mexicano y ellos vienen de Rusia. ¿Saben? Están viendo el menú. Tenemos un menú como precio de... A ver. Тут прям все выглядит так это, по люксику. Просто русские любят люксик, поэтому все по люксику здесь. Вау, как красота. Ух ты, я слышу звон колоколов с Красной площади. Очень, очень элегантное место. Вау, я в восторге. Что за красоту ты там приобрела? Ну-ка покажи. Какая красота. Прелестно, просто очаровательно. Она была кубинкой. А у меня вот такой. Buen provecho. We are trying Russian salad оливье. With olives and shrimps. No shrimps? Tomatoes? Итак, Russian салат оливье. По-кубински. Здесь яичко. Ой, здесь помидорчик, майонез, оливки. Уже выпало чуть-чуть. Это очень соленый салат. Здесь еще есть. Ну, в целом неплохо. Цибуля, onion, лук. Не проблемки. Я забыла, как есть в ресторанах уже. Видимо, на Кубе побывала. Это неплохо, просто много майонеза слишком и очень солено. Но в целом, ну, не похоже, конечно, на оливье. Некоторые ингредиенты здесь отсутствуют. Это очень солено. Простой салат, абсолютно там ничего есть. Одна капуста, но подана, смотрите как. Просто эксклюзив. Супчик. Какая интересная подача. Борщик. Ничего себе, ничего себе. Вау. Enjoy. ¿De casualidad tienes? No, Did you know the bechamel cream? it's like mayonnaise. You like? It's like mayonnaise. Mayonnaise. No, no, no. Okay. Короче, борщик неплох, смотрите, он розовый, все как должно быть. Там, значит, вот мясо есть, картошечка вроде тоже есть, и есть морковочка. Будем пробовать. Opinion. Лучше борща, чем в России. Наверное. Pablo like it. You don't see difference between Russian and Cuban soup? I need to finish and I will tell my Окей. opinion. Ну что ж, это неплохо. Я попробую суп. Ну, скажем так. Борщ. Тут морковку забыли очистить немножко. Какой-то другой привкус. Да. Я говорю, странно, да. Странный привкус. Кисловатенький какой-то. Мясо жуется, морковка грызется. Ну, честно сказать, похоже на русский борщ какой-то столовки. Прям какой-то такой жиденький. Прям похож на борщ из столовки. Так, мне нравится вот эта кепочка розовая. У меня нету розовых кепочек. In center they give you 300. Как вам моя розовенькая кепочка? Отличные тут женщины. Я знаю, что я хочу купить. Тут внутри одной женщины другая женщина. Серп и молот ты хочешь купить? Какая прелесть. Мексиканская пара. А? How much? 200. What? What? А, no, $20. Yes, a lot. Смотрите, какая прикольная штука. Выдавленный тюбик краски. Алена сказала, что похоже на мужской половой орган. Издалека. А что? А что так? Не, ну, что-то есть. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Вот это
Класс. Она делает. Вот так просто на улицах Парадеро вы можете купить себе пинья-коладу и свежий сладкий ананасик всего за пару долларов. You asking me? ¿De dónde son ustedes, canadienses? Yo soy mexicano. ¿De dónde? Он этими руками просто будет есть ананас. Tenemos sido buenos. No es mía, no es mía. Mire. ¿Te lo pones cerca? Igualmente. Ella es mi linda. Viene muy linda la mía. Cuídese, mejórese. Да, вот она бы идеально, конечно, подошла к машинкам и к стилю здесь. Can I take it to Russia? I think yes. Король Джулиан. Стой, 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 стой. Ресторан днем с видом на океан. Такое местечко называется Bacos Club.
I think it's zanahoria pюре. Морковное пюре. Сладенькое. Давайте попробуем лобстера. Да. За 30 баксов. What about you? Yeah, it's very tasty. Это наш последний вечер на берегу Варадеро. И мы вот такие красивые. Отправляемся на пенную вечеринку. Мы супер счастливы. Это был очень классный отдых. Да, потрясающее путешествие. Да, а еще мы, смотрите, мы поменялись аутфитами. Я в комплектике Алены, а Алена в моем платье. Да, мы решили немножечко что-то поменять. Это мы и ночной Варадеро. Делать тут абсолютно нечего, но мы пытаемся попробовать последний. Значит, идем в Гавана Клаб. Посмотрим. Если там ок, то значит начала жизнь Варадеро approved. А если там не ок, то сори. Значит, мы старались. Надежда есть. Мы стоим в очереди в Гавана Клаб. Там и так как бы 3,5 человека. Но надо в очереди постоять. А очередь-то очередь в это место. Элитный клуб Варадеро. Это следующая глава нашего путешествия. Ну что? Вот эта пленочка больше всех мне нравится. Знаешь, здесь Варадеро. Наконец-то хотя бы в последний день удалось нормально потанцевать на клубе. Мне попался очень умелый, знающий различные стили танцев партнер. Было весело. Садись, давай, садись. Ух ты, какая машина, просто ты глядите, вы глядите. Какое авто, ну просто шик, блеск. Какова машинка. Muy lindo el carro. Coche.
Все, это наш последний 12-й день на Кубе. Мы сегодня улетаем, уже сидим на чемоданах. Хотела поделиться с вами впечатлениями от этой страны. Я здесь впервые, и, честно говоря, впечатления очень яркие. Мы получили здесь очень много разных эмоций, различных, от грусти, печали, от потерянного телефона до восторга и просто благоговения, от созерцания потрясающих пляжей, потрясающего Карибского моря. Пляж действительно очень красивый. Нам повезло, что мы жили в отеле с выходом на пляж. И это, конечно, незабываемые часы, проведенные на пляже и в лазурной водичке, тепленькой. Это действительно то, что очень-очень-очень ценно на Кубе, по моему мнению. В целом ощущение, что один раз сюда приехать, посмотреть страну, это очень даже интересно. Конечно, надо быть готовым ко всему. Нужно обязательно брать с собой медикаменты. Нужно брать с собой бумагу даже, я бы сказала, салфетки, туалетную бумагу, мыло, которое с собой нужно везде носить, потому что не всегда, особенно в Гаване, не всегда, не везде можно найти туалетную бумагу и мыло, просто помыть руки. Я так заразилась здесь, один день болела конъюнктивитом. Вообще тут мы заметили, что очень у многих, особенно у местных, красные глаза. Очень многие здесь болеют конъюнктивитом. Вот. Поэтому надо брать обязательно капельки для глаз и остальные различные медикаменты на всякий случай, потому что здесь очень большие проблемы с этим. Насчет гигиены я уже сказала, что нужно с собой носить мыло обязательно, салфеточки влажные, всякие спреи дезинфицирующие, все-все-все, потому что есть здесь, особенно в Гаване, такая вот неблагополучность в этом плане. К отелю к своему мы попривыкли уже за почти 2 недели. Кушали фруктики в основном, нам понравилось. Мы, получается, посидели на диете, на такой хорошей, схуднули, подтянулись. Очень все классно. И в целом уезжаем с хорошим настроением, отдохнувшие, загоревшие, с морем впечатлений и морем всяких фоточек классных. Можете заходить в мою социальную сеть запрещенную. Можете посмотреть, прокрутить тоже мои дневные сторики, фоточки. Вот. Страна на любителя. Если вы любите какой-то лакшери, отдых и страны, где все организовано, все классно, никто там деньги не просит с вас, где все чинно, благородно, без каких-то эксцессов, то, скорее всего, эта страна не для вас. Ну а если вы любите приключения, если вас не смущают какие-то такие вот проблемы в плане комфорта, где, например, нет туалетной бумаги иногда порой, то, к сожалению, эта страна не для вас. Либо вам здесь подойдет просто сидеть в отеле и не выходить просто из отеля и чилить на пляжике только. Вот. Сейчас позову Аленку, она тоже вам расскажет свои впечатления. А вот они мы. Линда, Линда. Как еще здесь называют красивых девушек? Мы же Линда. Бонита. Бонитас. Бонитас. Чикас. Чикас Бонитас. Какие же впечатления о Кубе? Какая? Она супер яркая. Она аутентичная, специфичная. Это сочетание бедности и в то же время сочетание где-то небольшой роскоши. Очень мало, очень мало. Пыталась найти стаканчик в стекле, но не дали, зажали. В этом вся Куба. Потрясающие пляжи. Это контрастность. Это где рестораны стоят по $40 одно блюдо, но в то же время зарплаты составляют по $30. И это немножко грустно. Заставляет задуматься, да? В общем, ребят, если вы поедете сюда путешествовать, вы потратите немало денег на самом деле. Ну, просто потому что в отелях не так много еды, которые вам хотелось бы. Вот. Но вы приобретете
потрясающе яркие, интересные, новые для себя впечатления, окунетесь немножечко в социализм и поймете, что жизнь на самом деле прекрасна, даже без денег. Ну что можно сказать? Можно, в принципе, жить без еды, без воды, Развлечения без особо. развлечений, без удобств, без денег, и все равно петь, танцевать И наслаждаться жизнью, и ребят. флиртовать с первой встречной туристкой, дабы уехать. Лолита! Дабы уехать просто в другую страну. Да. Честно, да. Очень много ребят отсюда уехали, около 1 миллиона. В прошлом году человек уехал вообще с острова. И мы по всей Гаване искали какие-то классные тусовки с сальсой, и ничего не нашли. Поэтому мы танцевали сами, жили сами. Но здесь очень важное правило на Кубе. Здесь важно ценить каждый момент своей жизни. В этом они хороши. И мы их в этом поддерживаем. Прилетели мы, кстати, от турфирмы Библиоглобус. В целом все прошло неплохо. Нас встретили в аэропорту. Трансфер нас довез до отеля. Сейчас нас трансфер забирает, везет обратно в аэропорт. В общем, тур нам обошелся в 116 тысяч человека. Мы классно отдохнули от того, чтобы заказывать вещи с Wildberries. Ну и в целом перезагрузились. Едем домой с новыми силами, с новыми впечатлениями. Ура! Чемоданчик нашелся! Все, мы приехали домой. Друзья, всем спасибо за просмотр. Это был выпуск с Кубы. Надеюсь, вам очень понравилось. Увидимся в новых влогах. Всем пока! Куба далека, Куба далека. Куба рядом, берег золотой. Варадеру, Варадеру. Чида начинает обзор на сувениры из Кубы. На сувениры из Кубы обзорчик от Чидо. Ему очень понравились ракушки, которые нам подарил кубинец на пляже. Сначала он предлагал их нам за $3, а потом я с ним разговорилась на испанском, и он просто их подарил. Вот. Чидо, не надо. Только не грызи, пожалуйста. Ты что, нализываешь ракушку? Серьезно? Не надо грызть, не надо грызть. Ты что? Не надо грызть. Что, солененькая? Ну ты даешь.